This is perfect. First I killed your brother. Now I killed you. Rock and roll. И всем привет, друзья! У микрофона, как всегда, Рома, и вы на канале Clay Team. В этом видео будем лепить костюм аниматроника Spring Bonnie из FNAF фильма из полимерной глины. Кроме того, в этом ролике расскажу об Уильяме и его пружинном костюме, согласно событиям, показанным в фильме. Покажу, как самостоятельно сделать каркас для данной фигурки и сделать подобие эндоскелета с пружинными замками. Поэтому, досматривай до конца, будет интересно. В одном из своих прошлых видео я уже делал Спрингтрапа, аниматроника с заточенным убийцей внутри, из игры Five Nights at Freddy's 3. Если еще не видел, ссылочка в закрепленном комментарии. Spring Bonnie во FNAF фильме предстает перед нами в форме костюма, а его активность как полноценного самостоятельного аниматроника так, к сожалению, и не была показана. Сам костюм представляет собой образ золотого кролика с повреждениями в виде прогнивших дыр. Spring Bonnie имеет два уха, одно из которых надломлено и не имеет верхнего сегмента. Также у Spring Bonnie имеется объемная бабочка фиолетового цвета, а также две черные пуговицы на туловище. Вдобавок оснащен данный персонаж острым ножом. Костюм использовался Уильямом Афтоном, тем, кто в начале фильма обманчиво называет себя Стивом Регланом, убийца, погубивший множество детских жизней. Уильям поместил тела детей в аниматроников и при помощи рисунков заставил их думать, что он такой же, как и они. Тем самым втерся к ним в доверие, отчего они и слушали его указания. В конце фильма Эбби замечает рисунки и рисует желтого кролика с ножом, а также убитых детей. Все это раскрывает аниматроникам правду об их убийце, вследствие чего они окружают Афтона, Кекс Чики впивается в костюм Уильяма, тем самым активируя механизм пружинных замков, отчего они и схлопываются и причиняют обидчику невыносимую боль. Полностью мы его видим лишь в финале самого фильма, где он вступает в схватку с Майклом Шмидтом. И в итоге Уильям в костюме Spring Bonnie становится запертым в этом костюме навсегда. Пока рассказывал, уже слепил ступни. Как вы уже успели заметить, я не леплю самого Уильяма Афтона, а лишь его костюм Spring Bonnie. Сделано это для того, чтобы между сегментами было пространство. Так фигурке можно будет придавать разные позы и даже играть с ней. Придаю текстуру меха с помощью зубной щетки. Приступаю к созданию эндоскелета аниматроника. С помощью полимерной глины черного цвета облепливаю проволоку. Ну а теперь приступаю к лепке ребер. Для этого придаю проволоке прямоугольный вид, а также круглую форму для создания коленных чашечек. Приклеиваю изготовленные ребра. Раскатываю пласт полимерной глины черного цвета и дорабатываю эндоскелет. Добавляю пружинные замки. Ну а пока леплю туловище, расскажу тебе еще несколько фактов, которые так или иначе относятся к Spring Bonnie и FNAF фильму. Помимо пружинного костюма Spring Bonnie, в помещении также есть так называемая Элла, чье имя мы узнали из трилогии книг по FNAF. Она представляет собой подобие пружинного костюма, но неизвестно, использовалась ли Элла когда-то по назначению.
Известно лишь то, что в фильме Чика под контролем Афтона хотела поместить Эбби в Эллу с целью убийства. Актер, сыгравший Уильяма Афтона, Мэтью Лиллард, играл роль в другом популярном фильме «Крик». Он сыграл одного из убийц, Стьюи Меккера. В фильме FNAF Мэтью делает жест с ножом, как в фильме «Крик». Но, как признавался Мэтью, он не отсылался на него. Ну а я уже начинаю лепить руки. Настало время первого запекания в духовке. Вытаскиваю фольгу из таза и туловища. Вырезаю отверстие в корпусе. Крашу эндоскелет серебристой акриловой краской. Сминаю шарик из фольги, это будет голова. Налепливаю полимерную глину и придаю ей форму. Кстати, форма головы у Spring Bonnie из фильма немного все-таки отличается от формы головы Spring Bonnie из фанверса. При первом появлении Spring Bonnie должен был появиться младший брат Майкла Гаррет. Он бы заводил Майкла в темноту, исчезал, и оттуда появлялся бы Spring Bonnie. Также роботический голос актера в костюме кролика был по-настоящему, то есть голос актера с помощью специального прибора обрабатывался сам. Это не монтаж. Настало время последнего запекания. Запекание прошло успешно, все хорошо запеклось. За кадром я, кстати, сделал вот такой вот нож. Ну а теперь своим скальпелем я вырезаю повреждения на голове.
прикрепляю все сегменты тела. Кажется, что все готово, но нет. Еще нужно поиграться с покраской и затемнением. Ну и вот такой вот классный Spring Bonnie из FNAF фильма у меня получился. Результат мне безумно нравится, но еще более безумно приятно мне будет читать ваши вопросы, мнения и позитивные комментарии под этим видео. Спасибо большое за просмотр. Больше фоточек самой работы в Инстаграме. Вступай в группу ВК и присылай фото своих поделок. Подписывайся на социальные сети канала Clayteam Лепка, а также Дзен канал. Все ссылки в описании. Всем желаю творческих успехов и до скорых встреч. Всем пока-пока.